Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать нежную, интересную, стильную шапочку с авторским узором листик. Крючок 3, пряжа у меня полушерсть, 390 метров в 100 граммах. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение с эластичного набора и давайте посмотрим, как он выполняется. Я выполняю одну воздушную петлю. Далее выполняю еще 3 воздушные петли. Это у меня петелечки подъема. И сам эластичный набор состоит из патентных столбиков с накидом. Накид на крючок. Я ввожу крючок в первую воздушную петлю. И патентный столбик с накидом — это столбик на воздушной петле. Я провязываю воздушную петлю. И далее завершаю выполнение моего столбика с накидом. Далее накид. И теперь смотрите, я ввожу крючок в воздушную петлю, но захватываюсь не за одну нить, а за 2. Вот таким образом. Тогда мой набор смотрится очень интересно и не образуется дырочка в процессе вязания. Провязала воздушную и завершаю выполнение столбика с накидом. Опять накид. Ввожу крючок, захватываю за 2 нити, провязываю воздушную и завершаю выполнение столбика с накидом. Вот таким образом. Давайте еще свяжем пару столбиков. Ввожу крючок, захватываю за 2 нити и продолжаю выполнять мои патентные столбики. Напоминаю, патентные столбики с накидом. Накид, ввожу воздушную, захватываю за 2 нити и патентный столбик с накидом. Вот таким образом мы с вами выполняем наш эластичный набор в виде красивой тесьмы. Мы выполнили эластичную тесьму, видите, классно смотрится лицевая сторона, это изнаночная сторона нашей тесьмы. Прекрасно подойдет для начала буквально любого изделия. И теперь смотрите, я буду замыкать в кольцо. Замыкать буду последним столбиком. Также буду выполнять патентный столбик. Обращаю ваше внимание, у нас должно быть 114 петель. Первая петля из 114 это петля от воздушных петелечек подъема, и далее должно быть 113 столбиков. Последний мы выполняем с вами 113 столбик, который и будет замыкать в кольцо. Смотрите, что я делаю. Я начинаю выполнение патентного столбика, ввожу крючок воздушную петлю вот таким образом с изнаночной стороны, захватываю нить и провязываю, выполняя при этом воздушную петлю патентного столбика. И теперь завершаю выполнение моего столбика с накидом. Далее я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Таким образом мы с вами замкнули в кольцо наш эластичный набор, нашу тесьму. И напоминаю, у вас должно получиться 114 петель. Из них вот одна петля — это петля подъема, и 113 столбиков. И прежде чем продолжить, мы с вами рассматриваем наши раппорты. Раппорт в ширину 19 петель. Очень внимательно. Сам листик располагается на 15 петлях. За счет вот этих 4 петелечек вы можете регулировать величину вашего раппорта в зависимости от размера, от вашей плотности, от вашей пряжи, да. То есть смотрите, еще раз повторяюсь, раппорт в ширину 19 петель, листик расположен на
15 петлях. Далее раппорт высоту у нас 14 рядов. И вот такая красота у нас с вами получится. Шаг за шагом мы с вами все провяжем. Всего у нас получилось 6 раппортов, и раппорт в ширину, повторюсь, 19 петель. Приступаем к выполнению резиночки. Узор резиночка у нас раппорт в ширину 2 петли, раппорт в высоту 1 ряд. И начинаем выполнение. Смотрите, мы с вогнутого столбика без накида. Далее 2 воздушные петли подъема. Вогнутый столбик и 2 петли у нас заменяют вогнутый столбик с накидом. Далее мы вяжем рельефные столбики. Выпуклый столбик с накидом и вогнутый. Выпуклый. И вогнутый. Вот таким образом. Выпуклый и вогнутый. Таким образом мы с вами выполняем наши рельефные столбики до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. И после того, как я выполнила выпуклый столбик с накидом, смотрите, я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема. И в дальнейшем именно так мы с вами будем завершать наши круговые ряды. Выполняю соединительную. И мой круговой ряд завершен. Видите, наши столбики рельефные. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Напоминаю, раппорт в ширину 2 петли, раппорт в высоту всего лишь 1 ряд. То есть мы с вами повторяем выполнение наших столбиков рельефных. Опять же, я ввожу крючок, выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, и далее над выпуклыми столбиками я вяжу выпуклые столбики с накидом, над вогнутыми столбиками я вяжу вогнутые столбики с накидом. Все очень просто. Вот таким образом. Видите? Такие столбики называются еще рельефными. Выпуклые и вогнутые столбики. И получается у нас с вами красивая эластичная резиночка. Так вы выполняете до конца нашего ряда. Опять же, завершаете ряд, вводите крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняете резинку на необходимую вам высоту. Мы с вами выполнили резиночку на необходимую мне высоту. Давайте посмотрим. Высота резиночки 4 сантиметра. Мне этого достаточно. И я могу приступить к выполнению первого ряда раппорта в высоту. И при этом мы с вами будем распределять наши петелечки. Начнем выполнение с вогнутого столбика без накида. Как и ранее, мы начинать будем одинаково. Вогнутый столбик и 2 воздушные петли подъема. Далее накид на крючок. И я выполняю очень внимательно. Раз. Далее, смотрите, выполняю второй. 2. Выпуклый столбик с накидом. 3. И над следующим 4. Я выполнила 4 выпуклых столбика с накидом. Далее
я в самый первый столбик, вершинку, введу маркер. Мы с вами отметим один раппорт, чтобы вам было понятно. Плотненькая такая вершинка. Вот мы с вами ввели в первую вершинку маркер, да, первого выпуклого столбика. Далее очень внимательно я начинаю выполнять вогнутые столбики. Выполняю 7 вогнутых столбиков. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выполнили 7 вогнутых столбиков. Далее накид на крючок. И над следующим столбиком я буду выполнять выпуклые столбики. Смотрите, я выполняю один выпуклый столбик. Далее я выполняю воздушную. И над этим же столбиком я выполняю еще один выпуклый столбик. Вот таким образом. Далее я выполняю 7 вогнутых и считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и 7. Выполнили. Смотрите, я опять же введу маркер, мой столбик вогнутый. И теперь выполню 4 точно такие же столбика. И остановлюсь, и мы с вами подробненько все разберем. То есть я начинаю повторять мой раппорт в ширину. Раз, два, три и 4. Останавливаюсь и смотрите очень внимательно. Раппорт в ширину моего узора 19 петель. Сам листик у нас расположен на 15 петлях. И 4 столбика у нас идут для создания рисунка. Повторюсь, всего у нас раппорт в ширину 19 петель. И теперь мы продолжаем выполнять наш раппорт в ширину. То есть после 4 столбиков я опять же выполняю 7 вогнутых и так далее. Всего у меня должно получиться 6 раппортов в ширину. Наш первый столбик с воздушными петельками, который заменяет вогнутый столбик с накидом, относится к последнему раппорту. Далее вы выполняете самостоятельно. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение первого ряда раппорта в высоту.
И при этом мы с вами выполнили распределение наших петелечек. Сейчас мы с вами все повторим. После того, как я выполнила 6 вогнутых столбиков, я ввожу крючок во вторую воздушную петлю подъема. Напоминаю, что вогнутый столбик без накида и 2 воздушные петли подъема у меня заменяют вогнутый столбик с накидом. Выполняю соединительную, подтягиваю и повторюсь. Первый круговой ряд раппорта в высоту завершен. Смотрите, я специально не стала убирать маркеры, и мы повторим с вами раппорт в ширину. У нас с вами 19 петель. Сам листик располагается на 15 петлях. Получилось у меня 6 раппортов, в ширину, да, то есть моя повязочка состоит из 6 раппортов. Я маркеры убираю, наш рисунок хорошо виден, и я продолжаю работу. Я приступаю к выполнению второго ряда моего раппорта в высоту. Начинаем мы с вами всегда, как и ранее, с вогнутого столбика без накида, и в дальнейшем будем также начинать. 2 воздушные петелечки, выполняем 4 выпуклых столбика, тоже столбики у нас с вами эти будут неизменные. Вот таким образом я провязываю выпуклые 4 столбика, и далее я выполняю 7 вогнутых столбиков. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Выполнили. Далее я выполняю накид на крючок, и над моим выпуклым столбиком выполняю выпуклый столбик. Накид, ввожу крючок под воздушную петлю, выполняю столбик с накидом. Воздушная, под эту же воздушную столбик с накидом. Накид, и над выпуклым выполняю выпуклый столбик. Далее 7 вогнутых столбиков. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее мы с вами выполняем опять 4 выпуклые столбика, то есть точно так же. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению третьего ряда раппорта в высоту. Начинаем мы с вами, как и ранее, с вогнутого столбика без накида. Далее 2 воздушные петли подъема, 4 выпуклые столбика. Они у нас с вами будут без изменений до конца нашего раппорта в высоту. И далее я выполняю очень внимательно 5 вогнутых столбиков. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее накид на крючок, и я буду выполнять 2 столбика вогнутые с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй незавершенный
и общая вершинка. Выполнили. Далее я выполняю, смотрите, первый выпуклый столбик над выпуклым. Далее второй выпуклый, видите, да, над следующим. Далее накид на крючок, и под воздушную я выполняю столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом под эту же воздушную. Далее 2 выпуклых столбика. Считаем 1 и 2. Выполнили. И теперь, как и с этой стороны, мы с вами выполняем. Сначала мы выполняем 2 столбика с общей вершинкой. Первый вогнутый незавершенный, далее второй вогнутый незавершенный и общая вершинка. И далее 5 вогнутых. 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Далее у нас 4 выпуклых и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 3-го ряда нашего раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительная, подтягиваю и могу приступить к выполнению 4-го ряда раппорта в высоту. Начинаем с вами, как и ранее, с вогнутого столбика без накида, 2 воздушные петли подъема. Далее у нас с вами по узору идут 4 столбика выпуклые. 1, 2, 3, 4. И теперь очень внимательно мы выполняем 4 вогнутых. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее я выполняю 2 столбика с общей вершинкой, столбики вогнутые. Первый незавершенный, и теперь смотрите, за общую вершинку второй незавершенный и общая вершинка. Далее очень внимательно накид на крючок, и над нашим столбиком я буду выполнять 2 выпуклых столбика. Первый выпуклый, и над этим же я выполняю второй выпуклый, вот таким образом. Далее мы выполняем еще 2 выпуклых столбика. Первый, и над следующим столбиком второй. Все достаточно просто. Далее я выполняю столбик с накидом под воздушную. Далее воздушная, и опять столбик с накидом под воздушную. Далее первый выпуклый, второй, и над последним 2 выпуклых. Первый, и над этим же очень внимательно второй. Далее мы выполняем точно так же, как и здесь. То есть я выполняю 2 столбика с общей вершинкой. Первый вогнутый незавершенный и второй. И общая вершинка. Далее 4 вогнутых. 1, 2, 3, 4. Далее у нас выпуклые столбики. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 4-го ряда раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, соединительная.
И приступаю к выполнению 5-го ряда раппорта в высоту. Все начинаем, как и ранее, с вогнутого столбика без накида, 2 воздушные петли подъема и 4 выпуклых столбика. Я выполняю достаточно быстро, потому что все это мы с вами уже провязывали. Здесь у нас все без изменений. И теперь очень внимательно. Мы выполняем 3 вогнутых столбика. 1, 2, 3. Далее 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный вогнутый и второй незавершенный вогнутый вокруг нашей общей вершинки. И общая вершинка. Далее накид на крючок. И смотрите, над вот этим первым столбиком я выполняю точно так же, как и ранее, 2 выпуклых столбика. 1. И над этим же столбиком 2. Я выполнила 2 выпуклых столбика. Далее мы продолжаем выполнять выпуклые столбики и считаем. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее накид на крючок, и я выполняю столбик с накидом под воздушную, воздушная, и под эту же воздушную еще один столбик с накидом. Далее мы выполняем точно так же, как и с этой стороны, то есть 4 выпуклых, считаем 1, над каждым, да, столбиком 2, 3 и 4. И над нашим последним столбиком мы выполняем 2 выпуклых столбика. 1 и 2. Выполнили. Далее выполняем все точно так же, как и с этой стороны. То есть 2 столбика с общей вершинкой вогнутые. Выполняем 1 и 2. И общая вершинка. И далее 3 вогнутых. 1, 2 и 3. И далее у нас идут выпуклые столбики. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 5-го кругового ряда. 5-го ряда нашего раппорта в высоту. Да? Я выполняю соединительную во вторую воздушную петелечку подъема и приступаем к выполнению 6-го ряда раппорта в высоту. Все мы выполняем с вами как и ранее. Вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема. Далее 4 выпуклые столбика. 1, 2, 3, 4. И теперь очень внимательно мы выполняем 2 вогнутых столбика. 1 и 2. Далее 2 столбика с общей вершинкой. У нас с вами будет первый незавершенный вогнутый столбик и второй. И общая вершинка. Далее мы с вами выполняем 3 столбика с общей вершинкой выпуклые. Смотрите, как мы это делаем. Я ввожу крючок и выполняю первый незавершенный выпуклый столбик. Далее над следующим выпуклым второй. И над следующим третий.
Общая вершинка. Далее очень внимательно. Над следующим выпуклым мы выполняем вогнутые столбики. 2. Смотрите. Первый вогнутый, не спешите. Накид, и над этим же столбиком я выполняю второй вогнутый. Вот таким образом. Далее я продолжаю выполнять выпуклые столбики. 1, 2 и 3. Выполнили. Накид на крючок и под воздушную выполняю столбик с накидом. Воздушная и под воздушную столбик с накидом. Видите, да? Далее мы выполняем все точно так же, как и с этой стороны. То есть мы выполняем выпуклые столбики 3, считаем. 1, 2 и 3. Далее вогнутых 2. Первый вогнутый и второй. 2 вогнутых столбика с общим основанием. Выполнили. И 3 выпуклых с общей вершинкой. Первый, второй и третий. Общая вершинка. Далее мы выполняем все точно так же, как и с этой стороны. То есть выполняем первый незавершенный столбик, уже вогнутый, и второй. Общая вершинка. И нам остается выполнить 2 вогнутых столбика. Первый и второй. Далее у нас идут выпуклые столбики. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 6-го ряда нашего раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 7-го ряда раппорта в высоту. Начинаем с вами, как и ранее, с вогнутого столбика без накида. 2 воздушные петли подъема. Далее у нас с вами идут 4 выпуклые столбика. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее мы с вами выполняем 1 вогнутый столбик, очень внимательно, и 2 вогнутые столбика с общей вершинкой. Первый вогнутый незавершенный и второй вогнутый незавершенный. И общая вершинка. Выполнили. Далее я выполняю еще 3 вогнутые столбика. Смотрите, очень внимательно. Я захватываю вот эту общую вершинку и выполняю вогнутый столбик с накидом. Первый. Далее над следующим выполняю второй. И над следующим третий. Вот таким образом. Далее я выполняю выпуклые столбики. И считаем 4 штучки. 1, 2, 3 и 4.
выполнили. Далее накид на крючок, под воздушную я выполняю столбик с накидом, воздушная и еще один столбик с накидом. Далее 4 выпуклых столбика. Раз, два, три, 4. Выполнили. Далее опять выполняем, как и с этой стороны, вогнутые считаем. Раз, два и 3. Над общей вершинкой у нас с вами 3. Далее мы выполняем 2 столбика, опять же вогнутые, только с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. И у нас остается с вами вогнутый один столбик. Далее у нас выпуклые. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 7-го ряда раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную и приступаю к выполнению 8-го ряда раппорта в высоту. Как и ранее, я выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема и наши 4 выпуклые столбика, которые у нас идут без изменений. Вот таким образом. Далее, очень внимательно, мы выполняем вогнутые столбики, и я выполняю 3 вогнутые столбика. Раз. Над общей вершинкой очень внимательно. 2. Далее 3. Далее у меня 2 вогнутых столбика с общей вершинкой. Первый вогнутый незавершенный и второй вогнутый незавершенный и общая вершинка. Далее над нашим выпуклым столбиком мы будем выполнять 2 выпуклых столбика с общим основанием. Давайте повторим. Накид я выполняю первый выпуклый, и над этим же столбиком выполняю второй выпуклый столбик с накидом. Далее выполняем выпуклые столбики. Считаем 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее накид, под воздушную я ввожу крючок, выполняю, как и ранее. Помните, мы с вами выполняли в предыдущих рядах столбик с накидом, воздушная, и под эту же воздушную еще один столбик с накидом. Далее 4 выпуклых. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее над последним столбиком мы выполняем 2 выпуклых столбика. 1 и 2. Далее все точно так же, как и с этой стороны. То есть мы выполняем 2 столбика с общей вершинкой. 1,
незавершенный, второй и 2 вогнутых столбика с общей вершинкой. И далее у нас 3 вогнутые столбика. Раз, два и 3. Далее выпуклые. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 8 ряда нашего раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, подтягиваю и приступаю к выполнению 9 ряда раппорта в высоту. Как и ранее, я выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема. Далее у меня идет все без изменений, то есть 4 выпуклые столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. И далее очень внимательно я выполняю 2 вогнутых столбика. Раз и 2. Далее 2 столбика с общей вершинкой, вогнутые, очень внимательно. Первый вогнутый и второй. Захватывая вот общую вершинку, выполняю второй незавершенный вогнутый столбик и общая вершинка. Далее накид на крючок, и теперь я буду выполнять выпуклые столбики с общей вершинкой. 3 выпуклых столбика с общей вершинкой. Первый я выполнила незавершенный, это теперь второй и третий. И общая вершинка. Далее накид на крючок я выполняю 2 вогнутых столбика. Не спешите, аккуратненько. Мы с вами это уже все выполняли. Первый вогнутый, накид на крючок, захватываем. И второй вогнутый над этим же столбиком. Далее я выполняю выпуклые столбики с накидом. 3 штучки. Раз, два и 3. Выполнили. Далее очень внимательно над нашей воздушной петелечкой мы выполняем 2 столбика с накидом. Раз и 2. Далее 3 выпуклых столбика. Раз, два и 3. Далее над следующим мы выполняем 2 вогнутых. Первый вогнутый и над этим же второй. Далее 3 выпуклых с общей вершинкой. Раз, два и 3. И общая вершинка. Далее мы выполняем с вами 2 вогнутых с общей вершинкой. Раз, два и общая вершинка. И остается выполнить просто 2 вогнутых столбика. Раз и 2. Далее у нас идут выпуклые.
И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 9 ряда нашего раппорта в высоту. Как и ранее, я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Круговой, напоминаю, 9 ряд завершен, и я приступаю к выполнению 10 ряда раппорта в высоту. Как и ранее, я выполняю вогнутый столбик без накида. Далее 2 воздушные петли подъема. И далее у меня по узору идут 4 выпуклые столбика. 1, 2, 3 и 4. Далее я выполняю 6 вогнутых столбиков и считаем. 1, 2, 3. Очень внимательно. 4 над нашей общей вершинкой. Далее 5 и 6. Мы с вами выполнили 6 вогнутых столбиков. Продолжаем работу. Далее очень внимательно. Я выполняю 2 столбика выпуклые с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Далее 4 выпуклые столбика. 1, 2, 3, 4. Далее опять же 2 столбика с общей вершинкой. 1, столбики выпуклые, 2 и общая вершинка. Далее, как и здесь, я выполняю вогнутые столбики и считаю 6 столбиков. 1, 2, далее над общей вершинкой 3, 4, 5 и 6 вогнутый столбик. Далее выпуклые столбики. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 10 ряда нашего раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего 11 ряда раппорта в высоту. Как и ранее, я начинаю выполнение с вогнутого столбика без накида, 2 воздушные петли подъема и 4 выпуклые столбика с одним накидом. Давайте повторим. Здесь у нас с вами все без изменений. Вот таким образом 4 выпуклые столбика. Далее я выполняю 6 вогнутых столбиков. Все очень просто. Над каждым столбиком я выполняю по одному столбику. И считаем 1,
2, 3, 4, 5 и 6. Выполнили. Далее я выполняю 2 столбика выпуклые с общей вершинкой. Первый незавершенный и второй. И общая вершинка. Далее выпуклые. 1, 2. И вновь 2 столбика с общей вершинкой. 1, 2 и общая вершинка. Далее мы с вами выполняем 6 вогнутых столбиков. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее выпуклые. И вот уже хорошо виден, прорисовывается наш листик. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение 11 ряда раппорта в высоту. Ряд у нас круговой. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Наш ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 12 ряда раппорта в высоту. Начинаю я, как и ранее, с вогнутого столбика без накида. Далее 2 воздушные петли подъема и наши 4 выпуклые столбика, которые остаются неизменными. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее очень внимательно я выполняю 5 вогнутых столбиков и считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили 5 вогнутых столбиков. Далее очень внимательно над следующим я выполняю 2 вогнутых столбика. Смотрите, 1. И над этим же столбиком выполняю второй вогнутый столбик. 2. Выполнили. Далее я выполняю 2 столбика выпуклые с общей вершинкой. 1 незавершенный и 2. И общая вершинка. Выполнили. Далее вновь 2 столбика с общей вершинкой. 1 и общая вершинка, да? Вот видите. И далее мы с вами продолжаем, как и с этой стороны. То есть выполняем 2 столбика вогнутые с общим основанием, первый вогнутый, и над этим же столбиком я выполняю второй вогнутый. Выполнили. Далее 5 вогнутых столбиков. 1, 2, 3, 4, 5.
Далее выпуклые столбики. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение 12 ряда раппорта в высоту. Я, как и ранее, ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, и мой круговой ряд завершен. Напоминаю, это был 12 ряд, и мы приступаем к выполнению 13 ряда раппорта в высоту. Начинаем мы с вами, как обычно, с вогнутого столбика без накида. Далее 2 воздушные петли подъема, 4 выпуклые столбика. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее мы выполняем 7 вогнутых столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И далее мы выполняем 2 столбика с общей вершинкой выпуклые. Накид. Я выполняю первый незавершенный. Далее второй незавершенный и общая вершинка. Вот таким образом. Далее опять 7 вогнутых столбиков. Здесь ничего сложного. То есть мы с вами все по узору вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Выполнили. И далее мы продолжаем точно так же, как и начинали с вами. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Напоминаю, мы с вами выполняем 13 ряд нашего раппорта в высоту. Вот видите, уже листик сформирован. Мы с вами завершаем выполнение 13 ряда раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 14 ряда раппорта в высоту. Напоминаю, что это последний ряд. И повторюсь, раппорт в высоту у нас всего лишь 14 рядов, и мы приступаем к выполнению последнего ряда раппорта в высоту. Вогнутый столбик без накида, как мы выполняли с вами ранее, 2 петли подъема. Далее мы выполняем 4 выпуклые столбика. 1, 2, 3, 4. Наши столбики, да, которые без изменения. Далее мы выполняем вогнутые столбики по всей нашей длине. То есть все 15 столбиков мы выполняем вогнутыми. Давайте будем считать. 1, 2, 3, 4, ниточка, 4, далее
5, 6, 7. Далее у нас с вами 8 столбик над общей вершинкой. Очень внимательно вот таким образом захватываем и провязываем. Напоминаю, это был 8 столбик. Далее 9. Все столбики вогнутые. 10. 11, 12, 13, 14 столбик и последний 15 вогнутый столбик. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я завершила выполнение 14 ряда соединительной петелечкой. Вы выполните самостоятельно. Мы с вами это уже все выполняли. Я хочу показать, что у нас с вами получилось. Вот смотрите, очень красивые листики получились. Напоминаю, что это моя авторская разработочка. Смотрятся великолепно. Вяжутся они достаточно просто. Единственное, нужно внимательно, провязывать каждый ряд. И вот такая красота 3D у нас с вами получилась. Еще раз хочу повторить, что раппорт в высоту у нас с вами 14 рядов. Сам листик располагается на 15 петлях, а раппорт в ширину у нас с вами 19 петель. И далее мы продолжим. Я выполню 5 рядов ровно, то есть я выполню выпуклые столбики и вогнутые. И так выполню 5 рядов. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Начинаем мы, как и ранее, с вогнутого столбика без накида. Далее 2 воздушные петли подъема. И, как я и сказала, мы выполняем 4 выпуклые столбика и 15 вогнутых. И считаем. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее 15 вогнутых, то есть точно так же, как мы выполняли с вами, последний наш ряд. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Мы выполнили наши 15 вогнутых столбиков и далее 4 выпуклые. И так мы продолжаем с вами выполнять все 5 рядов. То есть вот первый ряд вы завершаете выполнение, выполните еще 4 ряда самостоятельно. Вот такие, то есть 5 ровных рядов. Мы с вами, напоминаю, выполнили 5 рядов ровно.
И вот такое у нас красивое с вами полотно получилось с нашими объемными 3D листиками. Давайте посмотрим высоту нашего полотна в сантиметрах. Высота полотна у нас получилась где-то 13,5 сантиметров. Видите? Мне этого достаточно. И я приступаю к выполнению макушечки или донышка. Мы приступаем к выполнению первого ряда нашей макушки или донышка. И первый ряд у нас с вами будет сокращениями. Сокращения мы будем выполнять с вами до наших 4 столбиков и после. Давайте подробно рассмотрим. Начинаю я выполнение без изменений. У нас вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, далее 4 столбика выпуклые, раз, столбики у нас с накидом, 2, 3, 4. И далее мы выполняем 2 вогнутых столбика с общей вершинкой. Накид на крючок. Я выполняю первый незавершенный столбик и далее второй незавершенный столбик и общая вершинка. Далее выполняю вогнутые столбики, не довязывая 2 вогнутых столбика до наших вот 4 выпуклых, да. Давайте аккуратненько, быстренько провяжем. Здесь все очень просто. Мы выполняем вогнутые столбики с накидом. Такие столбики еще называют изнаночными. Вот таким образом мы выполняем. И нам остается совсем чуть-чуть. Мы не довязываем, напоминаю, 2 столбика. Вот 1 и 2. И опять же выполняем их с общей вершинкой. Первый незавершенный и второй. И общая вершинка. Все достаточно просто. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Давайте я выполню 4 столбика выпуклые. И повторюсь, да, мы с вами тут, я немножко быстрее выполню, опять же, сокращение. То есть первый незавершенный, второй незавершенный и общая вершинка. Мы так выполняем до конца нашего ряда. Этот ряд у нас с сокращениями. Следующий ряд будет без сокращений. Так мы будем чередовать. Сейчас мы все с вами провяжем. Мы выполняем первый ряд нашей макушки или донышка. И напоминаю, он с сокращениями. Далее вы выполняете самостоятельно. Мы с вами завершаем первый ряд нашей макушки или донышка. Напоминаю, это ряд с сокращениями. Смотрите, как я выполняю завершение ряда. Накид на крючок. Я выполняю незавершенный вогнутый столбик. Далее ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. Теперь мой ряд завершен. Напоминаю, ряд с сокращениями. Следующий ряд будет без сокращений. Итак, мы с вами будем чередовать ряд с сокращениями, ряд без сокращений. Я начинаю выполнение второго ряда моего донышка или макушки, который идет без сокращений. Смотрите, захватываю 2 вершинки, выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема и ряд без сокращений. Мы начинаем и завершаем, как мы с вами делали
при выполнении нашего всего полотна. Я выполняю 4 выпуклых столбика. Вот таким образом. И далее над общей вершинкой я выполняю просто вогнутый столбик с накидом. Далее над каждым столбиком я провязываю по вогнутому столбику. Давайте быстренько провяжем, чтобы было понятно. И я повторюсь, в дальнейшем мы с вами чередуем ряд с сокращениями, ряд без сокращений. Все очень просто выполняется. Напоминаю, сокращения мы с вами выполняем до и после наших 4 выпуклых столбиков с накидом. И вот я уже практически довязываю. Наши вогнутые столбики. Видите, да? И идет, смотрите, общая вершинка, накид, и я вокруг этой общей вершинки выполняю вогнутый столбик с накидом. И далее выпуклые столбики. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. И так будете выполнять на необходимую нам высоту. Напоминаю, чередуя ряд с сокращениями, ряд без сокращений. Мы с вами выполнили наши сокращения, как и договаривались. У меня осталось между моими 4 выпуклыми столбиками осталось по 3 вогнутых столбика. И вот такая шапочка у меня получается. Мы продолжаем с вами работу. И теперь смотрите, я буду 3 вогнутые столбика провязывать с общей вершинкой. Как мы это с вами выполняем? Я начинаю выполнение, как и ранее, с вогнутого столбика без накида, 2 воздушные. Далее 4 столбика провязываю без изменений. 1, 2, 3, 4. Далее я провязываю 3 вогнутые столбика с общей вершинкой. Выполняю все 3 столбика незавершенные. 1, 2, 3 и общая вершинка. Далее выполняем 4 выпуклые столбика. Так я выполняю до конца моего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда. И смотрите, я выполняю 2 незавершенных столбика с накидом. 1, 2. Далее ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема. И теперь смотрите, очень внимательно. Я провязываю соединительную через все петли на крючке. Вот таким образом. Хорошо подтягиваю. Мой ряд завершен. И я могу перейти к выполнению следующего ряда. Следующий ряд я выполняю вот таким образом. Смотрите, захватываю выпуклый столбик и выполняю выпуклый столбик без накида. Далее очень внимательно. 1 воздушная петля подъема, накид на крючок и выполняю выпуклый столбик с накидом. Далее выполняю 2 выпуклых столбика с накидом с общей вершинкой. 1 и 2. 2 незавершенных и общая вершинка. Над общей вершинкой из 3 я выполняю вогнутый столбик с 1 накидом. И далее выполняю по 2 столбика с общей вершинкой. 1, 2. Видите, да? И здесь
общая вершинка. Из 2 столбиков, то есть мы 2 столбика, 2 раза связали по 2 столбика с общей вершинкой и далее вогнутый. И так мы с вами продолжаем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Совсем маленькое у нас отверстие осталось, и мы будем уже завершать выполнение нашего донышка или макушки. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда. Видите, очень маленькое уже отверстие у нас с вами осталось. Здесь очень внимательно. После того, как мы выполнили вогнутый столбик с накидом, я пропускаю петлю подъема и ввожу крючок в вершинку выпуклого столбика. И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Нам остается с вами выполнить один ряд. Смотрите, я ввожу крючок. Вот, захватываю. Покажу. В предыдущем ряду захватываю петлю подъема и выпуклый столбик. Выполняю столбик без накида, выпуклый. 1 воздушная петля подъема, накид. И далее захватываю вершинку, выпуклую, общую вершинку из выпуклых, незавершенный столбик выпуклый. Далее вогнутый, незавершенный, общая вершинка. И далее мы вяжем, смотрите, выпуклый, незавершенный, второй выпуклый, незавершенный. Далее общая вершинка перед тем, как мы выполнили, видите, еще один вогнутый столбик. Все столбики с накидом, и теперь общая вершинка. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Далее ниточку обрезаем, и я покажу. Завершим выполнение ряда вместе, и я обрежу ниточку уже. Я завершаю выполнение нашего кругового ряда. И напоминаю, мы выполнили по 3 столбика с общей вершинкой. Далее я пропускаю петелечки подъема. И смотрите, вот моя общая вершинка моих столбиков. Я ввожу крючок и выполняю соединительную. Выполняю воздушную, как я сказала, ниточку обрезаю, но подлиннее немножечко ее обрезаю, чем обычно. И вот смотрите, совсем маленькое отверстие осталось. Я иглой буду стягивать по изнаночной стороне. Выворачиваем шапочку на изнаночную сторону, и я покажу, как стянуть. После того, как мы с вами вывернули нашу шапочку на изнаночную сторону, я буду стягивать наше вот совсем-совсем маленькое отверстие. Здесь все просто. Вы берете и вот таким образом прошиваете вершинки ваших столбиков. Не спеша, аккуратненько каждую вершинку. Их здесь немного. Просто не спешите. Вот таким образом. Прошиваем. И после того, как мы с вами все вершинки у нас с вами прошиты, видите, мы берем и вот таким образом стягиваем. Хорошо прям подтягиваем. Единственное, смотрите, не порвите нить. Подтянули хорошо. И далее я еще раз прям беру и прошиваю наши вершинки. И прошиваю при этом несколько раз. Вот таким образом. Прям по вершинкам хорошо. Можно вот так еще подтянуть. Для того, чтобы совсем не было даже маленького отверстия. Хорошо прошили несколько раз. И далее нить убрали вдоль полотна. Наша шапочка по изнаночной стороне. Тоже такая необычная, да, такие красивые
клинья получились. И я выворачиваю. Посмотрим по лицевой стороне нашу шапочку. Видите, кстати, совершенно нет отверстия. Аккуратненько все получилось. И посмотрим на размеры нашей шапочки. Вот. Красивые очень листья, объемные. Видите? Нежно очень смотрятся. Напоминаю, это авторская моя разработка. И давайте посмотрим, как я уже сказала, размеры шапочки. Сразу говорю, что она очень хорошо тянется до 28, видите, сантиметров. Эластичный набор дает свободно тянуться, ничего у нас не держит. Листики тоже красиво, аккуратно смотрятся. Давайте я покажу. Вот видите. Вот. И теперь посмотрим на... Вот так аккуратно положу. Еще один размер снимем. Где-то 21 сантиметр, видите? То есть шапочка хорошо, повторюсь, тянется и красиво, аккуратно сидит на голове. И прежде чем продолжить, буквально два слова хочу сказать. Я вам уже говорила, что узор листики это авторский узор. Он несложный, просто нужно внимательно шаг за шагом все выполнять. И таким же узором я выполнила вот еще одну шапочку. Ссылочка после того, как ролик будет опубликован, будет под видео обязательно. Шапочка будет на английском языке, тоже с листиком. Видите, здесь я выполнила повыше резиночку и немножко раппорт в ширину, у меня другое количество петель. Вот такая у нас шапочка. И другой формы шапочка тоже с листиками, тоже на английском языке. После того, как она будет выложена, я вам поставлю ссылочку. Видите, тоже смотрится очень классно, стильно и интересно. И опять же, для продвинутых вязальщиц, рукодельниц хочу сказать, что этот узор можно выполнять и поворотными рядами. Наши листики будут смотреться вот таким образом. Они смотрятся красиво, интересно, необычно. То есть не круговыми рядами, да, как мы выполняли с вами в шапочке, а поворотными. Вот. Вот так будут смотреться наши листочки. И еще раз давайте я покажу шапочки все вместе. Видите. Выбирайте, какой фасон вам больше нравится. Конечно же, выберите свой цвет и свяжите вот такую классную стильную шапочку. Итак, наша шапочка смотрится на манекене. Давайте донышко наше посмотрим. Видите, красиво, аккуратненько, плотненько здесь все у нас. Наши листики. Шаг за шагом мы с вами выполнили наши листики. Также, напоминаю, мы выполняли с вами эластичный набор. И вот так смотрится наша шапочка. Большое спасибо, что смотрите меня. Отдельное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!